Вам не кажется, что в последнее время на нашей планете происходит слишком много ужасающих стихийных бедствий? Сегодня я как раз хотел бы рассказать вам о наиболее страшных случаях за последнее время. Я также объясню, из-за чего они происходят, а в конце видео я расскажу вам, почему подобное будет происходить все чаще и чаще. Приятного просмотра! Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Представьте, вы планируете крутой отпуск со своей возлюбленной. Хотите получить незабываемые ощущения от поездки, увидеть уникальные места и природные явления, и выбираете для этого остров, но не простой. Ведь на нем расположен активный вулкан. И это именно то, что вы и искали. Крутые и острые ощущения, или все-таки лучше отдохнуть где-то в более спокойном месте? Я думаю, что в таком случае стоит несколько раз перепроверять место, куда вы планируете ехать. Ведь может произойти то, что случилось на острове Уайт-Айленд в 2019 году. Что же там случилось? Извержение. Прямо в тот самый момент, когда там находились туристические группы. И если бы вы попали в такую ситуацию, думаю, вы бы больше никогда не захотели бы проводить активный отдых, а предпочли бы просто полежать на пляже при отеле. 9 декабря, примерно в 2 часа дня, началось очень мощное извержение вулкана. Оно было настолько мощным, что облако пепла и газа поднялось на высоту свыше 3 километров, и, как вы можете понимать, все, что выбрасывается при извержении, не очень-то полезно для здоровья человека, особенно если учесть тот факт, что температура пепла была огромной. На тот момент на острове находилось 47 человек, и почти все из них пострадали. Они получили очень сильные ожоги, не говоря уже про отравление газом, который также выходит при извержении. В результате происшествия погибло 22 человека, еще 2 пропали без вести. Страшно представить, что в тот момент испытывали люди. И не стоит думать, что это были какие-то профессиональные альпинисты и путешественники, которые точно знали, как действовать в патовой ситуации. Вся проблема заключалась в том, что большинство из них были обычными туристами, которые просто купили уникальный тур по острову, где им показывали вулкан. Так что шансов на спасение у них было мало. В придачу к этому спасательная операция была сильно задержана. Почему? Опять же, из-за извержения. Вулканический пепел не давал никакой возможности подлететь спасательным вертолетом к острову, чтобы спасти людей. Плюс к этому нестабильная обстановка на острове не позволяла быстро принимать решения. В общем, буквально все сложилось против тех бедных туристов, которые купили тур. К сожалению, почти все из туристов получили весьма серьезные ожоги. Лично я вообще в шоке от того, что туристические компании не позаботились о безопасности людей. Ведь предпосылок к извержению было довольно много. Сам вулкан весьма активный, плюс к этому сейсмологи трубили об опасности. Так что все эти компании подверглись серьезной критике. Более того, даже властям Новой Зеландии досталось. Ведь именно они плохо контролировали работу этих организаций. Я также хотел бы отметить тот факт, что извержения вулканов на самом деле крайне опасны. Вспомнить историю и то, сколько городов и цивилизаций погибло из-за извержений. Те же самые Помпеи. Хотя я понимаю тех туристов, которые отправились на такое путешествие. Стоит взглянуть на кадры действующих вулканов. И действительно, зрелище весьма завораживающее. Правда, когда ты смотришь на все это со стороны. А вы бы решились на такой тур? Пишите свое мнение в комментариях. Лесные пожары в Австралии. Но знаете ли вы, какое стихийное бедствие можно по праву считать самым разрушительным? Нет, это не извержение вулканов, не наводнения или другие ЧП. На самом деле наиболее опасны самые обычные пожары. Да-да, вы не ослышались. Почему? Ну, сейчас постараюсь объяснить вам на одном очень ярком примере. Австралия, 2019 год. Крайне засушливое и жаркое лето. Почти все в лесах, джунглях и степях засохло. И из-за некоторых стечений обстоятельств стали возникать небольшие пожары. Где-то пролегал не очень хороший электрический кабель, из-за чего произошло короткое замыкание и возгорание травы. Где-то люди неудачно сходили на шашлыки, из-за чего также случился пожар. А теперь представьте, что все вокруг – это отличный труд для розжига. Так еще в том году в Австралии были очень сильные ветра.
И к чему это привело? К ужасным последствиям. Пожары охватили буквально всю страну. Их площадь расценивалась в сотни тысяч квадратных километров. Из-за этого погибли миллиарды животных, некоторые виды и вовсе оказались на грани вымирания. Стоит только взглянуть на кадры, которых очень много в сети. Лично мне больше всего запомнилось видео спасения коалы, у которой не было ни одного живого места. Очень страшное видео, которое вызывает только слезы. А ведь многие до сих пор думают, что ничего страшного не будет, если выкинуть полиэтиленовую упаковку из-под булочки или стеклянную бутылку где-нибудь на улице. К сожалению, именно такая беспечность приводит к необратимым последствиям. Даже осколок стекла может стать настоящей лупой для солнца, из-за чего спустя пару минут может сначала загореться трава, после деревья, а уже потом и весь лес. Так и было в Австралии. Те пожары продлились почти год. Вы только вдумайтесь в эту цифру. И все это время пожарные трудились, не покладая рук. Огромное количество людей осталось без домов, ведь они просто сгорели. За время тех пожаров погибло 33 человека. Многие пропали без вести. А теперь представьте, что такие пожары происходят каждый день. Ужас. В общем, друзья, я настоятельно прошу вас соблюдать правила пожарной безопасности, если вы собираетесь с друзьями на пикник. А я, пожалуй, расскажу о других природных явлениях, на которые лучше наблюдать со стороны. Торнадо в США 2021 год. Вот, например, совсем недавний случай. В декабре 2021 года в США прошел ряд ужасающе мощных торнадо. И если взглянуть на те кадры, которые публикуются в интернете, то можно просто с ума сойти. Вы только взгляните на это ужасающее зрелище. Кажется, будто они размером с огромное поле. И ведь это действительно так. Но еще больше пугает то, какие разрушения несут подобные торнадо. Но для начала давайте разберемся в том, как именно они появляются. Тут все дело в уникальных климатических условиях. Обычно торнадо формируется, когда сталкивается теплый и сухой воздух с более холодными и влажными потоками. А это далеко не редкость для Америки. У них вообще климат весьма странный. В результате подобных столкновений формируются мощные грозовые тучи, а также возникают эти самые злополучные торнадо. Почему они так опасны? Тут дело все в том, что внутри вихря действуют огромные перепады давления. Более того, из-за очень мощного ветра все деревья, растения и любые другие предметы, которые плохо закреплены, могут быть подняты в воздух. В общем говоря, если человек попадет в торнадо и сможет каким-то чудом пережить перепады давления, то, скорее всего, он погибнет от столкновения с каким-то предметом. И именно это и произошло в 2021 году. В декабре стояла очень теплая погода, из-за чего начали формироваться огромные вихри. Они на своем пути сметали буквально все – машины, дома, деревья. Укрыться от подобного стихийного бедствия можно было разве что в бункере или в очень прочном здании. А в Америке, как вы можете знать, из-за весьма теплого климата все дома делают довольно хлипкими. Это не значит, что они разваливаются от каждого чиха, но выстоять под натиском торнадо они не могут. В итоге в результате разрушительной стихии погибло по меньшей мере около 90 человек. Несколько десятков считаются до сих пор пропавшими без вести. Огромное число обычных людей получили различные травмы, в том числе и осколочные. Этот факт еще раз подтверждает всю опасность такого природного явления. А еще было разрушено около 1000 домов. И смотря на то, к каким последствиям привел торнадо, я все чаще начинаю задаваться вопросом: а кто вообще эти смельчаки, которые охотятся за ними? Буквально в Америке есть охотники за торнадо. Они всячески пытаются заснять их, измерить мощность. Для меня они просто чокнутые. Я вообще, когда вижу, как на улице начинают появляться вихри, всегда стараюсь найти укрытие. А вы боитесь торнадо, цунами в Японии? Кстати, вы тоже всегда представляли себе цунами так же, как его показывают в фильмах? Я вот недавно посмотрел кадры того, что происходило в Японии в 2011 году, и был немного в шоке. Дело в том, что выглядело все совершенно не так, как в фильмах. Посмотрите и вы на то, как начиналось то стихийное бедствие. Кажется, ничего сверхопасного. Просто огромная волна, которая с трудом пробивает набережную. Но это только на первый взгляд. Ведь если посмотреть кадры последствий от этого цунами, сразу вспоминаются голливудские фильмы.
Но почему так происходит? Тут все дело в том, что цунами по своей природе являются длинными волнами. То есть сначала к побережью подходит лишь малая его часть, и постепенно уровень воды будет очень сильно повышаться. Хотя в Японии волны были не сказать, чтобы огромными. В среднем их высота достигала 3 метров, но наиболее высокий уровень зафиксировал свыше 7 метров. И этого было достаточно, чтобы затопить огромные территории. Вода-стихия очень страшная. Она сметает на своем пути буквально все, что угодно. И я сейчас не преувеличиваю. Как вы думаете, сколько человек погибло в результате этого ужасного события? Почти 20 тысяч человек. Свыше 2500 не смогли найти до сих пор. Та волна, которая на первый взгляд была совсем небольшой, смыла огромное число домов. Только в префектуре Фукусима было уничтожено свыше 1000 жилых зданий. Что уж говорить про остальные районы. Цунами смыло даже огромный корабль, а также несколько поездов. Но самое страшное было дальше. Дело в том, что это цунами возникло в результате землетрясения. И хоть от него почти никто не пострадал, все-таки техника дала сбой. В Фукусиме находилась атомная электростанция, которая в момент начала землетрясения была экстренно остановлена. Однако из-за сложившейся ситуации с цунами там произошел отказ системы охлаждения. Я думаю, все вы слышали об аварии на Чернобыльской АЭС. Так вот, чуть ли не то же самое произошло в Фукусиме. И если вам кажется, что водичка не может нанести такой ущерб, то вы только вдумайтесь. То цунами полностью уничтожило целый город. В общем, весьма разрушительное стихийное бедствие. Землетрясение в Турции 2023. Ну, и раз я затронул тему землетрясений, то я не мог не рассказать вам и про это ужасающее природное явление. Вообще, в Японии в том году произошло чуть ли не самое мощное землетрясение на нашей планете. Но одно я могу сказать точно. Слава богу, эпицентр был под водой и на большом расстоянии от берега. Иначе магнитуда в 9 баллов снесла бы всю страну с карт. Можно сказать, человечество на тот момент легко отделалось. Почему я так считаю? А все из-за совсем недавнего случая. Вы наверняка слышали про землетрясение в Турции, которое произошло в 2023 году. 6 февраля произошло несколько подземных толчков. Самый мощный из них оказался магнитудой почти 8 баллов. Это весьма мощно, могу я вам сказать, но не так жестко, как в Японии. Но даже этого хватило, чтобы случилось нечто ужасное. Из-за катастрофы погибло свыше 50 тысяч человек. И все это буквально за пару минут. При этом травмы получили десятки, если не сотни тысяч человек. Вы только вдумайтесь, свыше 160 тысяч зданий было разрушено. Да с этими цифрами не сравнится ни одно другое стихийное бедствие. Просто ужас. Но из-за чего вообще происходят землетрясения? Такие мощные подземные толчки возникают в результате движения литосферных плит на нашей планете. И когда они сталкиваются, более тяжелые плиты уходят под более легкие. Из-за этого движения высвобождается огромное количество энергии, и происходит землетрясение. И ладно бы оно происходило где-то под водой. В таком случае просто возникло бы цунами, которое нанесло бы ущерб, но не такой большой. На суше буквально все начинает трястись с такой силой, что ни одна постройка не может выдержать. Даже асфальт на улице покрывается огромными трещинами. А в самом эпицентре того землетрясения и вовсе возникло огромное ущелье. И самое страшное, что в результате этих событий обычные люди оказываются погребены заживо в стенах своих же домов. Конечно, новейшие технологии, как, например, в Японии, позволяют избежать серьезных последствий и разрушений. Но, к сожалению, это землетрясение произошло в бедных районах Турции. Это и повлияло на столь большое число жертв. Но знаете, что лично меня пугает больше всего? Да то, что подобные природные явления на нашей планете происходят все чаще и чаще. Чуть ли не каждый день по новостям можно услышать, что где-то произошло извержение вулкана, где-то бушует лесной пожар, а где-то произошло землетрясение. И это очень и очень странно. Если раньше подобные явления и происходили, то не с такой разрушительной силой. Да, все это было и несколько веков назад. Но вы только вдумайтесь, между всеми случаями, о которых я вам сегодня рассказал, прошло совсем немного времени.
самая большая разница. Всего 12 лет между цунами в Японии и разрушительным землетрясением в Турции. А ведь совсем недавно были новости про извержение спящих вулканов с разных частей нашей планеты. Почему подобное происходит все чаще и чаще? Может быть, что-то пытается стереть нас с вами с лица Земли, а может быть, мы сами во всем этом виноваты? Именно последней теории я и придерживаюсь, ведь все вы слышали про то, к чему может привести глобальное потепление. И вот вам наглядное доказательство – ответ природы на все наши злодеяния. Я уже подробно рассказывал про то, что скрывается подо льдами Антарктиды в одном из предыдущих видео. И там же я разобрал проблему глобального потепления. Советую ознакомиться с этим роликом. А как вам это видео? Пишите в комментариях свои мысли, ведь я все их читаю. Ну а я бы хотел отметить профессионализм сотрудников Фукусимской АЭС, ведь благодаря ним станция худо-бедно, но устояла. Кстати, если хотите видео на эту тему, пишите. И да, насчет профи. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за внимание.